Крайний срок одобрения первых заявок на спотовый биткоин ETF запланирован на 10 января, ведь именно эта дата указана в официальном списке Bloomberg, а также многие аналитики ожидают, что ETF будет одобрен до 10 января. Но сегодня уже 6 число, времени остается все меньше и меньше, а ETF до сих пор не одобрили, из-за чего сейчас рынок напряжен как никогда, ведь только посмотрите, что произошло с биткоином после всего лишь одной новости от фирмы Metrixport, которая заявила, что ETF не одобрят. Крипта улетела на 20% вниз буквально за пару минут. И чем дольше SEC не будет озвучивать свое решение по ETF-заявкам, тем больше рисков, что мы с вами увидим самое большое падение криптовалюты в истории. Сейчас рынок это как одна большая пороховая бочка, которая готова взорваться от любой негативной новости, ведь на данный момент именно от SEC зависит дальнейшая судьба крипты. И несмотря на то, что многие аналитики действительно ожидают одобрения от SEC, официальный опрос от компании Bitwise, которая сейчас ожидает решения по своей заявке, показывает, что только 39% опрошенных экспертов прогнозируют одобрение ETF в 2024 году. Но неужели вся эта проделанная работа, большое количество встреч компаний с представителями SEC, постоянное обновление в заявках, а также судебные решения были зря, и обещания Ларри Финка оказались пустыми словами? Наверное, эти вопросы сейчас возникают у каждого, из-за чего мы сняли для вас данное видео, в котором я на основе последних новостей и актуальных комментариев аналитиков отвечу на вопрос, будет ли одобрение биткоин ETF на следующей неделе, или прямо сейчас нам стоит готовиться к самому сильному падению в истории. Это очень важное видео, поэтому обязательно смотрите его до конца, ведь здесь важна каждая мелкая деталь, а перед просмотром попрошу вас поддержать нас лайком. За лайки каждому отдельное спасибо, вы на канале Coin22, меня зовут Влад, давайте начинать. Что ж, друзья, такой паники на рынке, как сейчас, не было уже давно, поскольку все ожидают решения от SEC, и любые негативные новости, как, например, прогнозы Metrixport, что ETF не одобрят, создают огромную волатильность на рынке. И, как я говорил еще в прошлом году, таких новостей будет все больше и больше, поэтому, чтобы правильно фильтровать новости и отличать фуд от полезной информации, обязательно подпишитесь на наш Telegram. Если все это время вы смотрели нас без подписки на Telegram, сейчас вам как никогда стоит подписаться, ведь все полезные новости касательно ETF сперва публикуются в нашем Telegram, потому что мы физически не успеваем снимать для вас полноценные видео на YouTube, а в Telegram вы сразу получаете актуальную информацию и первыми остаетесь в курсе всех событий. Поэтому прямо сейчас переходите и подписывайтесь. Но, как я сказал в начале, сейчас мы сидим на пороховой бочке, которая готова взорваться от любой негативной новости, и одной из таких новостей на этой неделе стал прогноз криптофирмы Metrixport, в котором ее аналитики заявили, что SEC не одобрит спотовый биткоин ETF. И казалось бы, до этого было огромное количество подобных новостей, что SEC не одобрит ETF. Но крипта улетела на 20% вниз именно после прогнозов Metrixport. И очевидный вопрос почему? На самом деле Metrixport не имеет прямого отношения к SEC или к официальным представителям компаний, которые подавали заявки на ETF, и ее прогноз был ничем не подкреплен. Ведь даже аналитики Bloomberg написали, что они не видели никаких факторов, которые могли бы заставить SEC отклонить ETF. И что самое интересное, всего за один день до этого прогноза Metrixport написали, что биткоин вырастет до $50 тысяч после одобрения ETF. Как вы видите, мнение этих аналитиков меняется очень часто, поэтому в будущем воспринимать прогнозы от Metrixport точно не стоит. Но крипта все равно упала, поскольку снижение ликвидности на рынке и постоянный страх инвесторов, что биткоин ETF могут не одобрить, привели к такому резкому падению. Вот поэтому в прошлом ролике я не просто так вам говорил, что в ближайшую неделю нас ждет очень сильная волатильность. Тем не менее, не прошло и 24 часов, как крипта начала восстанавливаться. Биткоин, который упал меньше всех, очень быстро вернулся выше ключевого уровня $43 тысячи, и сейчас консолидируется в этом диапазоне, ожидая официального решения по поводу ETF. С альткоинами дела обстоят иначе, ведь они продолжают торговаться на локальных минимумах, которые были отмечены в начале этой недели. И несмотря на потенциальное одобрение ETF до 10 января, на рынке продолжают появляться новости, которые вызывают сомнения у многих инвесторов. Например, компания Bitwise, которая подавала заявку на спотовый ETF, провела опрос американских финансовых консультантов, и он показал, что большая часть экспертов ожидают одобрения не раньше 2025 года. И по заявлению Bitwise, только 39% аналитиков предполагают, что ETF одобрят в этом году. Да, слушать такие прогнозы, когда до одобрения осталось буквально несколько дней, не особо приятно, но даже несмотря на такие заявления, аналитики по-прежнему желают, чтобы ETF был одобрен, так как это полностью изменит рынок криптовалюты и позволит инвесторам безопасно покупать биткоин. Но пока одни аналитики считают, что одобрения не будет, другие продолжают верить в то, что SEC озвучит решение в пользу ETF. Например, старший аналитик Bloomberg ETF объяснил, что сейчас SEC подготавливает окончательные комментарии, после которых компании начнут подавать финальные заявки на регистрацию
регистрацию своих ETF. А если SEC уже делает эти комментарии, предпосылок на то, что они отклонят ETF, нет. И вот это то, о чем я вам говорил ранее. Сейчас все обсуждают ETF. В Твиттере это номер один по запросам. В Google также набирает популярности запрос биткоин или биткоин ETF. И уже даже платформа Polymarket принимает ставки, одобрят ли ETF или нет. Такая шумиха будет продолжаться в ближайшие дни. И чем ближе мы будем подходить к 10 января, тем активнее будет движение на рынке. А учитывая, что даже биткоин показывает от 5% чистого движения в день, это самое лучшее время, чтобы начать фиксировать хороший профит. И прямо сейчас аналитики нашей подписки Coin22 Pro следят за рынком и подготавливают для вас прибыльные сделки. Например, перед падением в среду все участники Pro получили шорт-сделку на монету Optimism и заработали от 50% профита. А уже после того, как рынок начал восстанавливаться, наши аналитики предоставили лонг-сделку на биткоин, которая принесла всем участникам от 70% профита. И на таких сделках могут зарабатывать даже новички, ведь перед началом торговли мы предоставим вам пошаговое обучение, и дополнительно с вами всегда будет наша круглосуточная поддержка. На фоне волатильности, которая возникает после различных новостей, это самое подходящее время, чтобы начать зарабатывать на таком активном движении. А чтобы не упустить такую возможность и заработать с Coin22 Pro уже сегодня, просто напишите нам по ссылке в описании, и вы сразу получите всю необходимую информацию. Советую поторопиться, ведь каждый день это ваша потенциальная прибыль. Как мы уже разобрали, сейчас внимание всех инвесторов направлено только на ETF. И чтобы в очередной раз понять, какие у нас есть шансы на одобрение, я бы хотел вспомнить все последние положительные новости, ведь их с каждым днем становится все больше и больше. Например, на этой неделе компания Grayscale, Fidelity, а также VanEck подали в SEC специальную форму 8A, которая является почти финальным документом перед листингом их ETF на американских биржах. И вот теперь вопрос, стали бы компании подавать уже финальные документы, зная, что их ETF отклонят? Честно говоря, я так не думаю. Также на этой неделе SEC провела еще одну срочную встречу с биржей NYSE и NASDAQ, на которой обсуждали ETF от компании BlackRock. И опять-таки стали бы они проводить эту срочную встречу за несколько дней до окна одобрения, если бы SEC заранее планировала отклонять все заявки. И вообще, зачем тогда нужно было проводить большое количество заседаний в декабре и ноябре? Поэтому каждая из этих встреч только увеличивает шансы услышать положительное решение SEC. Дополнительно, я не могу пропустить тот факт, что в последние пару месяцев на канале CNBC постоянно обсуждали ETF. В студию приходили аналитики, эксперты и гендиректоры компаний, которые подавали заявки в SEC. И ни один из них даже не заикнулся, что ETF могут отклонить. Например, одним из последних личностей, кто прокомментировал биткоин ETF, был Энтони Помплиано. На интервью CNBC он заявил, что сейчас Уолл-стрит в ожидании самого важного события, которого не было на рынке последние 15 лет. А также он сказал, что раньше финансовый центр Уолл-стрит был полностью отстранен от биткоина и рынка криптовалюты, но с одобрением ETF все может измениться. На самом деле, если вспомнить историю, то что-то похожее происходило в 2004 году, и это одобрение ETF на золото, о чем я говорил в прошлом ролике. И несмотря на критику криптовалюты и биткоина со стороны SEC, американские инвесторы желают инвестировать в этот рынок, ведь за последние годы биткоин это самый высокодоходный актив в мире, а когда крупные фонды не могут купить биткоин, они начинают понимать, какой потенциал они теряют, поэтому инвесторам крайне важно, чтобы ETF был одобрен. Также из последних комментариев аналитиков я бы хотел выделить Джеймса Сейферта, который в своем твиттере написал, что на этой неделе в лучшем случае следует увидеть лишь предварительное одобрение со стороны регулирующих органов. Такого же мнения придерживается и журналист Fox Business. А вот официальное одобрение мы получим до 10 января. И в принципе это то, о чем я говорил в прошлых роликах. Учитывая, что вчера 5 числа одобрения не было, а сейчас наступают выходные, то в субботу и воскресенье этим вопросом заниматься никто не будет. И остается только один вариант услышать решение SEC на следующей неделе, а именно 8, 9 или 10 числа. И учитывая все факторы, которые я сегодня озвучил, все идет к тому, что ETF реально могут одобрить. Но просто если вспомнить, какой путь прошли компании, начиная с июля 2023 года, и учитывая, сколько было потрачено сил и времени на весь этот процесс, сложно представить, что SEC скажет нет. Конечно, я никак не могу повлиять на решение Генслера, и, честно говоря, сложно сказать, может ли SEC еще раз перенести свое решение. Но проанализировав информацию от официальных источников, таких как CNBC, Bloomberg и Fox Business, я могу сделать выводы, что у SEC есть только два варианта: либо одобрить ETF, либо отклонить. Но если с одобрением все понятно, ведь это положительная новость и биткоин будет расти, то отклонение ETF может стать самым негативным катализатором для криптовалюты за всю историю. И это событие может запомниться нам как афера века, потому что все, чего мы так долго ждали, может оказаться простой манипуляцией от мировых гигантов. Но это, конечно же, просто теория, которая вряд ли является правдой. Лично я больше склоняюсь к одобрению, ведь в ETF заинтересованы не только инвесторы, но и сами компании, которые будут их предоставлять, поскольку сейчас компании уже устанавливают комиссии
комиссии, которые они будут получать, когда их ETF станут доступными для покупки. И как вы можете заметить, Grayscale вообще желает получать до 2%, что весьма неплохо. Поэтому сейчас я по-прежнему придерживаюсь мнения, что на следующей неделе мы должны получить положительный ответ от SEC, который полностью изменит представление о крипте. Ведь после этого биткоин уже не будет валютой для террористов, а станет полноценным активом, в который смогут инвестировать даже государственные деньги. Так что следующая неделя станет безумно важной, и уже сейчас нам стоит готовиться к очень сильному движению. Для этого я напоминаю, что вам обязательно стоит подписаться на наш Telegram, чтобы первыми получать все важные новости и оставаться в курсе всех главных событий. Также мы бы хотели услышать ваше мнение, одобрят ли ETF на следующей неделе. Напишите в комментариях и посмотрим, что вы об этом думаете. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить видео в день одобрения ETF. Ну а так верим в лучшее и, конечно же, надеемся на одобрение от SEC. Поэтому всем желаю удачи, до скорых встреч.